Доброе утро, зрители Stop Game! В эфире Инфакт. Riot Games решила развлечь ПК-бояр новым античитом. Он, знаете, с подвохом. Называется эта штука Vanguard, и попала она в LoL вместе с выходом патча 14.9. В Valorant, где эта защита есть уже давно, игроки в основном жалуются на неполадки с производительностью, а вот любители лиги столкнулись с куда более серьезными проблемами. Для начала нужно пояснить, что Vanguard не простой античит. Он представляет собой систему защиты, функционирующую на уровне ядра системы. Она очень дотошно сканит компы во время игры и даже скриншотит экран во время каток, поэтому часто определяется антивирусами как шпионское ПО. Вскоре после введения Vanguard в лигу начали появляться сообщения о компьютерах, которые не просто лагали или зависали, а напрочь перестали запускаться. Виртуальные машины, включая GeForce Now от Nvidia, тоже испытывают проблемы с обновленной LoL. Позже выяснилось, что античит не дружит с системами без прошивки Wi-Fi и чипа TPM 2.0. Все эти штуки связаны с базовыми настройками BIOS. Riot не осталась в стороне и опубликовала пост с ответами на основные вопросы. По мнению студии, переход проходит нормально, а Vanguard работает так, как и должен. Говорят, мы уже заметили отсев значительного числа бот-аккаунтов в привычных местах. Мы продолжим наблюдать за ситуацией. Если верить Riot, на связанные с системой защиты неполадки пожаловалось всего 0,03% от всех пользователей. При этом большинство озвученных проблем решается довольно легко. Что до окирпичивания ПК, то у студии пока нет достоверных доказательств этого. Команда разрулила часть сообщений в соцсетях и на форумах и пришла к выводу, что корнем проблемы был не Vanguard. Тем, кто тоже столкнулся с таким явлением, разработчики посоветовали обратиться в поддержку. Helldivers 2 умудрилась за минувшие выходные вляпаться в такой странный, абсолютно внезапный и высосанный, казалось, из пальца скандал, что его последствия воистину впечатляют. История такая. Жили-были дайверы в Steam. Никого не трогали, демократия ударными темпами распространялась по галактике, а потом пришла Sony... И пришла она с простым предложением. А давайте обяжем ПК игроков привязать к своему Steam PSN. И эта строчка взорвала отзывы к игре. Во-первых, игроки в Steam в принципе с трудом переваривают такие идеи. Ладно бы на релизе попросили привязать, но тут геймеры оказались в ловушке. Либо привязывай, либо через месяц не сможешь отстреливать терминидов. Безвыходная ситуация. Во-вторых, что более важно, тупо не везде этот PSN есть. Существует куча стран, где Helldivers продается, но вот PlayStation Network туда еще не провели. Что в такой ситуации прикажете делать? Йоханна Пайлстота вот спросили об этом, и руководитель Arrowhead честно ответил, что понятия не имеет. Авторы Helldivers, кстати, публично заявили, что никакого отношения к решению об обязательной привязке аккаунтов они не имеют. И, цитата, «находится на стороне игроков». В общем, буря в отзывах разрасталась, рейтинг игры летел вниз, а потом сюжет дал новый поворот. В ответ на негативные отзывы, то ли Sony, то ли сами Valve тупо убрали игру из продажи в тех регионах, где PSN нет. Проект стерли со 177 территорий, среди них Антарктика, Беларусь, Казахстан и некоторые островные территории, которые юридически относятся к крупным странам. Например, внешние малые острова США, внешние территории Австралии и заморские территории Великобритании. Некоторые пользователи сообщают, что им одобряют возврат средств за Helldivers 2, даже если они наиграли десятки часов и находятся в стране, где PSN официально доступен. Но пока что это не массовая история. Студия Sucker Punch подстелила солому перед запуском ПК-версии Ghost of Tsushima и заверила, что аккаунт PSN понадобится лишь в двух случаях. Если вы хотите играть в мультиплеерный режим Legends и иметь доступ к оверлею PlayStation. Но одиночную кампанию можно запускать без привязки аккаунта. Позже Пайлстед заявил, что разработчики ведут переговоры с Sony о сложившейся ситуации, особенно о странах, где PSN формально недоступен. А пока идут разборки, рейтинг Helldivers 2 в Steam продолжает лететь в ад. Вечером 5 мая у игры было 48% положительных отзывов за все время и 17% за последние 30 дней. Статистика из SteamDB дает понять, что более 260 тысяч негативных отзывов были опубликованы как раз после того, как стало известно о требовании аккаунта PSN. За 4 и 5 мая системы SteamDB не зафиксировали ни одного положительного отзыва. Детали всех твистов этой истории можете почитать по ссылке в описании, но и без них понятно, что пожар потушат еще не скоро.
Подъехали подробности Terminator Survivors. Это выживач в открытом мире по вселенной Терминатора, который разрабатывает компания Nacon. Авторы опубликовали свежий блог, где поделились ответами на часто задаваемые вопросы. Время действия Survivors — 2009 год, когда ядерная катастрофа уже случилась, но Джон Коннор еще не начал активное сопротивление Skynet. В этом периоде мало кто знает о существовании Skynet и о том, почему произошла катастрофа. Люди кучкуются в маленькие группы, которые часто конфликтуют друг с другом. Но Skynet уже приводит свои планы в действие и оперирует в разных временных линиях. Настоящего, относительно игры, и будущего. Подробнее о сюжете, как всегда, в заметке на сайте. А что касается геймплея, то ожидается кооп, и все. Никаких PvE-VP не будет. Зато будет база, которую можно прокачивать, и несколько видов транспорта. Terminator Survivors стартует 24 октября через ранний доступ Steam. На PS5 и Xbox Series игра выйдет позже. Фанатам вангеров приготовиться! В Steam выйдет переиздание, нет, не вангеров, но Периметра, стратегии 2004 года от тех же авторов. Ровно на свое 20-летие игра получит новую версию с рядом улучшений. Одна из основных особенностей Периметра — терраформинг. Поверхность карты можно менять для возведения своих построек или чтобы разрушать постройки противника. Многие стандартные элементы РТС переизобретены. Например, продвинутые юниты создаются через трансформацию определенного количества базовых юнитов. Собирать и разбирать юнитов можно в том числе прямо по ходу боя. Еще одна черта Периметра — атмосфера психодела, характерная для игр KD Lab. История игры разворачивается во вселенной вангеров, и поэтому пестрит необычными концепциями и терминами. Например, в другие миры тут путешествуют не через космос, а через особое спанж-пространство, называемое психосферой. Когда Периметр переводили для международного рынка, оттуда даже решили убрать некоторые сюжетные элементы, чтобы упростить повествование. Новая версия выйдет под названием Периметр Legate Edition. В ней поправят все техническое и включат туда аддон Завет Императора. Затариться можно будет 21 мая. Недавно лидер From Software Хидетака Миядзаки дал интервью одному из китайских порталов. В сообществе нашелся человек, который сделал ручной перевод с китайского. Спасибо тебе, человек. И теперь мы можем узнать, что наговорил фанат болот. Основной темой интервью стало дополнение Shadow of the Earth 3 для Elden Ring. Вот некоторые моменты. Ранее в истории From Software бывали случаи, когда она выпускала по несколько дополнений для своих игр. Среди причин, почему в Elden Ring решили сделать только одно DLC — структура геймплея. История фокусируется на исследовании мира и чувстве приключения, поэтому ей необходимы большие просторные локации. Если бы Shadow of the Earth 3 разделили на куски, это бы нарушило чувство исследования. Дальше. Новой экипировки очень много. Одних только семейств оружия станет больше на 8 штук. Еще DLC ответит на некоторые вопросы из основного сюжета, но не станет менять историю базовой версии. Кроме того, большинство NPC из дополнения — это новые персонажи, которые в основном сюжете не появляются. Но есть ряд героев, с которыми игроки не знакомятся лично. У таких персонажей события из дополнения и основного сюжета могут пересекаться. Например, DLC раскроет больше подробностей о Трине и Микелле, о существовании которых игроки уже знают благодаря лору. У DLC только одна концовка, хотя игрокам придется принимать различные решения. В целом, для Elden Ring не собираются выпускать другие DLC, но, возможно, историю продолжат в будущем. Все это можно будет испытать на себе 20 июня. Именно тогда выйдет дополнение Элдена. Ну и на сладенькое, полноценные системки Hellblade 2. В Steam уже подсвечивались минималки игры, а теперь вот можно четко узнать, какой комп потребуется, чтобы испытать шизу главной героини на 200%. Для минималок нужны i5-8400, GTX 1070 и, что важно, не только 11-я винда. Раньше указывалось, что на десятке игра запускаться не будет, но обошлось. Обладатели 4080 и 12600K могут рассчитывать на комфортный гейминг на максималках. А знаете, где еще комфортно? На stopgame.ru, ведь там Алексей Лихачев рассказал про подводный Souls-like с крабом, а Кирилл Волошин напомнил о хороших играх, которые вы могли пропустить в апреле. Хорошего вам понедельника. Пока!